Здравствуйте всем. Ну, вначале скажу, к сожалению, ролик, который я поднял, пресс-конференция сенаторов с представителями конвоя, был заблокирован YouTube. Сказали, что там есть медицинская информация, которая неправильная, которая идет против инструкций Всемирной здравоохранительной организации, которая распространяет ложь о короне и так далее. Я не знаю, где они там это нашли, о чем они говорят. Спорить с ними бесполезно. Я подал апелляцию, через 1,5 минуты прислали ответ, что апелляция отклонена, хотя ролик 55 минут, я думаю, ну, надо было бы просмотреть как-то. Вот, ну, понятно, короче, с этим все. Не будем об этом. Как получилось. Дальше. Байден и Украина. Вот эта вот интересная тема сейчас поднялась опять очень сильно, буквально пару дней назад, и очень набирает обороты. Значит, расскажу вкратце, что, как, почему. Значит, Байден в 2014 году, у Байдена есть сын, Хантер Байден. Вот в 2014 году в мае его сын стал членом совета директоров Буризмы, украинская компания Буризма, одна из самых больших частных компаний нефти и газодобывания. Вот он стал в мае этим вот одним из членов директората там. А сама компания, там очень много криминальных против нее расследований было и так далее, может быть даже до сих пор. Работал он в этой компании с 14 по 19 года. Получал $50 000 так слегка в месяц, да, так, как бы между прочим. Вот. И тогда еще поднялась тема насчет конфликта интересов, потому что Байден был тогда вице-президентом, и вот, например, после того, как его сын стал членом совета директоров, там Байден поехал на Украину и начал объяснять им, как это важно, чтобы Украина начала добывать свой собственный натуральный газ, а не брала у России и так далее, и что он готов дать $1 миллиард на это дело. И дал. Вот. Ну вот тогда уже сказали, что как это так, мол, типа, ну, его сын там работает, а эта компания одна из тех, которые получили очень большие деньги благодаря тому, что он дал $1 миллиард и так далее. Он, конечно, отнекивался, говорил, что он там никого не знает, он вообще не знает, чем занимается его сын. Хотя есть фотографии, как он играет в гольф с его сыном и с еще одним членом директората этой компании и так далее. Ну вот как-то так. Было тогда, покричали, пошумели, потом вроде как утихло. Потом в 2019 году Байден заявил, что он собирается идти на выборы на президентскую должность. Его сын уволился с этой компании вроде как. И тут Трамп поднял эту тему опять. И в разговоре с Зеленским пытался его уговорить, чтобы тот начал расследование. Кстати, замечу, что в 2016 году, знаете, я расскажу про Трампа сначала, а потом просто увидите связь. Значит, вот Трамп давил на Зеленского, чтобы и угрожал ему, типа, что не будет давать деньги и так далее, чтобы он начал расследование сына Байдена, его деятельность в Украине и так далее. Это все поднялось, была очень большая шумиха. Трампа хотели вообще скинуть, тогда была первая попытка его импичмента. Из-за этого, что он типа давит на это вот, из-за личных своих интересов, из-за того, что он хочет завалить Байдена и так далее. Ну, что смешно, в 2016 году Байден сказал на Украине Порошенко, что если они не уволят генерального прокурора, там у них был Шоркин, по-моему, его звали, что он типа коррупционированный, если они его не уволят, то никаких гарантий на получение суд они не получат. Вот так вот, значит, когда Байден это сделал, это все путем все нормально, а когда сделал это Трамп, на него наорали. Причем не то, что он сказал, что он хочет, чтобы Зеленский обвинил сына Байдена, он просто сказал, что он просто хотел, чтобы открыли настоящее расследование. Но дело не в этом. Все равно не надо это делать, как бы не должно это делаться. Вот. Ну, потом вроде как все вот покричали, пошумели в 2019 году. Трампа, конечно же, облили чем только могли. А вот в 2020 году, в октябре,
всплыла такая новость, что во время того, как ну, Трампа пытались засудить за это, да, за то, что он типа давил на Украину, Трампа был адвокат Джулиани, Рудик, так сказать. Вот. И он пытался как-то его отмазать, и он сказал, что есть персональный компьютер Хантера Байдена, который говорит о коррупции Байдена на Украине. И этот компьютер был оставлен Байденом, сыном Байдена, Хантером Байденом, в одной из ремонтных мастерских в Делавере. И оттуда понеслось, взломали его, вытащили оттуда информацию и так далее. Вот. Ну, опять же, и вот это вот пошло в октябре 2020 года, что нашли этот компьютер. Все СМИ, кроме Нью-Йорк Пост. Нью-Йорк Пост это то СМИ, которое это в принципе напечатало, что вот раздобыли секретные имейлы Хантера Байдена и так далее, и как и что. Все СМИ, конечно, сразу пошли против, кроме Fox News, CNN, NBC и так далее. Они все сразу же свалили это на российскую дезинформацию, на попытку вмешательства в американские выборы, как всегда. И буквально все сказали, что это точно Россия, точно ее дело, и дело ее рук как бы, и даже ЦРУ сказала, что они больше чем уверены, что это дело рук России и так далее. Ну, покричали, там Fox News повыступал, объявили всех предателями, главные СМИ сказали, и вообще поставили на это цензуру. Запретили об этом говорить, сказали, что это попытка России, что каждый, кто что-то говорит об этом, просто распространяет дезинформацию России, и это вообще чуть ли не предательство, и запретили вообще об этом говорить. Вот так вот, да, в свободной Америке поставили цензуру и запретили об этом говорить, потому что сказали, потому что кто-то решил, что это дезинформация России. И тут вот пару дней назад всплыло. А как всплыло? В этот раз Нью-Йорк Таймс, не Нью-Йорк Пост, который оригинально напечатал, а вот Нью-Йорк Таймс, который в свое время тоже говорили, что это все русская дезинформация, напечатал следующее. Значит, во-первых, у Хантера Байдена очень большие проблемы с налоговой инспекцией. Его уже он там разводился и там туда-сюда. И вот сейчас как бы шло очень длинное расследование по поводу налога. Вот сейчас вот он уплатил $120 миллионов налогов, которые должен был. Но сказали, что в Нью-Йорк Таймс вот сказали, что он уплатил, но федеральное расследование продолжается. И потом где-то вот так вот в серединке статьи как бы мимолетом они заметили, что они, да, получили эти имейлы тоже, которые с компьютера Хантера, и они проверили их оригинальность, и это таки настоящие имейлы. Ну вот они вот так вот кинули такую статейку там, легонько это заметили, ну и тут понятно, что понеслось. Fox News сразу же взял это в руки и начал как бы развивать эту тему, показал все эти с 2020 года, как все СМИ порочили, что это русская дезинформация, кричали, что это предательство и так далее, это все 30-е. Сейчас вот очень много роликов бегает в интернете тоже, что они смеются над этим, что вы тогда кричали без проверки, без ничего, что это русская дезинформация, а сейчас оказывается, что это все было правдой. И что компьютер настоящий, там даже фотографии есть сейчас Хантера в ванной и так далее, как бы, ну, приличные, по крайней мере, то, что в интернете, как бы не полностью это вот, довольно приличные фотографии, что он там курит в ванной, то он в бассейне курит, и еще где-то, вот, ну, все СМИ как бы уже поняли, что отрицать это как бы не очень, просто стали ничего не говорить, перестали давать комментарии по этому поводу. Спросили пресс-секретаря Байдена, что и как, она вообще сказала, что по этому поводу надо разговаривать с Министерством юстиции и с представителями Хантера Байдена, потому что она, как пресс-секретарь США, не должна ничего говорить по поводу человека, который не работает в правительстве США.
То, что это сын президента США, это не важно. Но вот он напрямую не работает с правительством США, значит, она о нем ничего не хочет говорить. И вот так вот они не отвечают на ответы, абсолютно никакие. Ну, вот такая вот интересная тема. Я буду следить. Интересно все-таки, до чего это дойдет, потому что сейчас это раскручивается сильно. И по идее, и, кстати, они проверили эти электронную почту, эту проверили с Украиной. И и они смогли, доказать, что в Украине как раз тоже была, в принципе, эта переписка, поймали эту корреспонденцию и так далее. И как бы это довольно-таки известно, что это правда. Чем это закончится, как поведет себя Байден со всеми сегодняшними проблемами, которые у него уже есть, с инфляцией и так далее. Люди начинают беситься, и то есть все и третье, десятое, как бы по поводу цен, по поводу инфляции, по поводу того, что он, в принципе, маразматик и так далее, по поводу его заместителя, который хихикает постоянно на всех пресс-конференциях, когда не знает, что сказать. А тут еще вот такая вот тема, что его сын, нарушал закон, и был конфликт интересов, и никто не верит, что сам Байден об этом не знал. И вот это вот совпадение, когда он начинает работать в компании, получает $50 тысяч в месяц, а 3 месяца, 4 месяца после этого Байден приезжает в Украину и дает кучу денег на развитие этой отрасли и так далее. Как бы. Но вот интересно, как он будет отмазываться, отнекиваться от этого. Насколько я знаю, как это работает в Америке. Сейчас все СМИ будут стараться замять это. Никто ничего об этом говорить не будет, кроме Fox News. А, к сожалению, Fox News смотрят не все, потому что знают, что это республиканская газета, издание, и все, что они говорят, это против демократов. Поэтому как бы тут такая тема, что я надеюсь, что люди, опять же, во-первых, я надеюсь, что на Украине все закончится очень быстро, потому что действительно столько вещей происходит, и Украина становится поводом все эти вещи заминать, особенно для Байдена. Потом все сваливает на Украину, инфляция Украина, не Украина, как бы Россия, это Россия, дезинформация России и так далее. Но вот хочется, чтобы уже закончилась война, во-первых, потому что чтобы перестали гибнуть люди, чтобы уже все там решилось, но с другой стороны, чтобы взгляды действительно обернулись на тех, кто виноваты, и в этой войне тоже, понимаете, включая все стороны, и украинскую, и русскую, и американскую, и европейскую. Хочется поднять их всех, как говорили вот в древние времена в России, я так понимаю, на вилы хочется поднять. По крайней мере, не физически, а вот так вот морально, как бы просто обнаружить все это вранье их, и вот все эти их истории, всю эту коррупцию, которая начинается с низов и доходит до самых верхов, включая всех президентов, премьер-министров и так далее. Как вы помните, у нас Труда тоже его и признавали виновным в нарушении конфликта интересов и так далее, и он... сейчас политики все мельчают, никто даже, когда уже сказали, вот ты виновен, там ты виноват, то все, никто добровольно не свалит, не скажет, ладно, ребята, извините, я был неправ, давайте я уйду в сторонку, а вы хотите, судите меня, хотите, нет. Никто такого уже не делает, все сидят до конца, до упора, и надеются, что все забудут и все простят. Надеюсь, что, опять же, сейчас закончится все на Украине, и внимание вернется к свободе народов, к свободе, которая начал конвой свободы, в принципе, и которая поднялась очень серьезно. Я надеюсь, что это поможет нам как-то разобраться, кто же у нас все-таки политические элиты, чем они занимаются и как они все это делают. Вот так. Буду, опять же, держать вас в курсе, если будет что-то интересное насчет Хантера Байдена и как к этому отнесся его папочка. Вот. Понятно, что никто толком не верит, что папа ничего не знал. Все знают, что папа знал все и просто отмазывается. Но все-таки интересно, до чего это все-таки дойдет. Спасибо за внимание.